Привет, друзья! В Германии начинается массовая перестановка кресел. Это может круто изменить не только судьбу Христианско-демократического союза, но и всего будущего правительства Германии. Если Бундестаг действительно изберет Фридриха Мерца канцлером 6 мая, это автоматически приведет к необходимости найти нового председателя для фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. После того, как Карстен Линнеман и Торстен Фрай отказались от этой роли, фаворитом стал Йенс Шпан. Однако, чтобы официально занять этот пост, ему необходимо заручиться поддержкой баварской партии ХСС. Такое согласие из Баварии уже получено, и это может стать ключевым шагом в кадровых перестановках на высшем уровне в немецкой политике. Руководство ХСС и Маркус Зёдер дали зеленый свет кандидатуре Йенса Шпана на пост будущего главы фракции ХДС. Таким образом, партия ХДС и ХСС поддерживают план Фридриха Мерца, который намерен передать бразды правления в парламентской фракции бывшему министру здравоохранения. Этот пост освободится сразу после того, как изберут самого Мерца на должность федерального канцлера, а это, как я сказал, 6 мая. Источники ХСС подчеркивают, что Шпан может значительно укрепить консервативное крыло внутри партии, особенно на фоне того, что Фридрих Мерц, как предполагается, будет вынужден искать компромиссы с партнерами по коалиции из социал-демократической партии Германии. Кроме того, 44-летний Шпан уже давно демонстрирует близость к позициям ХСС по таким важным вопросам, как миграция и экономическая политика. Это, в свою очередь, дает основание полагать, что его кандидатура может символизировать определенную стабильность и последовательность в политике объединенной фракции. Официального подтверждения от самой фракции пока не поступило. В окружении Фридриха Мерца и Марка Зёдера подчеркнули, что соответствующее предложение о назначении нового председателя фракции будет сделано в надлежащее время. Между тем, уже в понедельник в Берлине ХДС планирует провести небольшой партийный съезд, на котором будет утвержден коалиционный договор с СДПГ. Пока остается неизвестным, будет ли в тот момент Фридрих Мерц использовать эту возможность для объявления решений о составе будущего кабинета министров от ХДС, о котором я вам вчера рассказывал, и объявит ли он сразу назначение нового лидера фракции. После заседания председатель ХСС Маркус Зёдер собирается выступить перед прессой. Пока же ХСС официально не предоставила список своих министров, которые войдут в состав предполагаемого черно-красного кабинета. Чтобы вы понимали, позиция главы фракции имеет большое значение, поскольку именно он отвечает за обеспечение парламентского большинства. Йенс Шпан уже имеет опыт на этом поприще, он является заместителем председателя фракции, которая по результатам выборов в феврале насчитывала, внимание, 208 депутатов и является крупнейшей силой в Бундестаге. Хочу сделать акцент на том, что до того, как Шпан в течение 3 лет занимал пост министра здравоохранения, с 2015 по 2018 год он работал парламентским статс-секретарем в Министерстве финансов Германии, что также подчеркивает его многолетний управленческий опыт. Президент США Дональд Трамп призывает Украину пойти на уступки и отказаться от части своих территорий ради окончания войны с Россией. Глава партии «Альтернатива для Германии» Тина Хрупола выразил полную поддержку этой инициативе. По его мнению, в условиях, когда альтернативой становятся лишь новые жертвы и астрономические расходы как для Германии, так и для США, предложение Трампа выглядит единственно разумным. Тина Хрупола, сопредседатель «Альтернативы для Германии», заявил, что считает правильным курс Дональда Трампа в переговорах по возможному заключению мира между Украиной и Россией, даже если такое соглашение повлечет за собой территориальные потери для Украины и необходимость официально признать присоединение Крыма к России, которое произошло в 2014 году и не признано международным сообществом. Цитата. Вопрос ведь всегда в том, какая альтернатива. Альтернатива – это продолжение поставок оружия, это отправка миллиардов евро и долларов, это гибель все новых солдат, молодых людей, которые принуждают идти на войну, куда они не хотят, заявил Тина Хрупола в прямом эфире. По его словам, пришло время серьезно задуматься о реальном мирном решении. Цитата. «И я считаю правильным то, что делает Дональд Трамп. Он пытается усадить обе стороны за стол переговоров и добиться мирного урегулирования, по аналогии с соглашениями Минск-1 и Минск-2, которые когда-то предполагались», отметил Хрупола. Хрупола также провел параллели с ситуацией в самой Германии. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже отверг предложение Трампа отказаться от Крыма в обмен на мир, назвав их неприемлемыми.
Между тем, Трамп выразил уверенность, что соглашение с Россией уже находится в пределах досягаемости и обвинил Зеленского в том, что тот искусственно затягивает войну. Цитата. «Я уверен, что у нас есть сделка с Россией», заявил Дональд Трамп. Теперь, по его словам, остается убедить Зеленского, что будет намного труднее. Крупола подчеркнул, что американское общество все еще выступает против участия в чужих конфликтах и не хочет больше платить за чужие войны. Цитата. «Американские налогоплательщики уже потратили на это миллиарды, то же самое касается и немецкого налогоплательщика», сказал политик. По его словам, это мнение все громче звучит как в Соединенных Штатах Америки, так и в Германии и уже отражается в политических решениях. Цитата. «С этой точки зрения любое соглашение, каким бы оно ни было, предпочтительнее, чем продолжение боевых действий, в которых продолжают гибнуть люди как со стороны России, так и со стороны Украины». Напомню, что по итогам парламентских выборов в Германии, прошедших ранее, партия «Альтернатива для Германии» получила 20% голосов, а на сегодняшний день рейтинг взлетел до 26%, опередив союз ХДС-ХСС, у которых сейчас 25% поддержки от избирателей. Это единственная партия в Бундестаге, которая категорически выступает против поставок оружия Украине. В немецком Ганновере приземлился чартерный рейс со 141 беженцем из Судана и других охваченных кризисов в регионе. Среди них 77 несовершеннолетних, которые особенно нуждаются в защите. Этот рейс прибыл из столицы Египта, Каира, и стал частью гуманитарной программы переселения от министра иностранных дел Германии Анналены Бербак и был организован при поддержке Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фейзер. Как подтвердили в ведомстве, большинство пассажиров – это женщины и дети из Судана, находящиеся в крайне уязвимом положении. Анналена Бербак заявила, все прибывшие были рекомендованы к переселению агентством ООН по делам беженцев в рамках программы Европейского Союза по переселению. Бербак в интервью журналистам рассказала, цитата, «Это преимущественно семьи и матери-одиночки, которые пережили на себе плохое обращение, столкнулись с тяжелым медицинским состоянием или находятся под угрозой тюремного заключения в своих первых странах убежища. Сегодня они уже в безопасности здесь, в Германии». Сам процесс переселения включает детальные собеседования и проверки безопасности, которые немецкие власти проводят еще до отправки людей в Германию. Программа поддерживается как федеральным ведомством, так и Еврокомиссией, включая финансовую помощь на размещение прибывших беженцев. На 2024 и 2025 годы Германия пообещала предоставить 13 100 мест для переселения. По данным агентства ООН по делам беженцев, на 8 апреля уже прибыло 5061 человек. Эти цифры включают и гуманитарные программы приема сирийских беженцев из Турции, согласованные с Европейским Союзом еще в 2016 году. Однако на данный момент новые рейсы не запланированы. Представитель Федерального министерства внутренних дел сообщил, что процедуры временно приостановлены до тех пор, пока новое правительство Германии не примет решение о будущем подходе к переселению. Исключение составляют лишь те случаи, где процесс уже зашел слишком далеко и есть конкретные обязательства, как это было с последним прибытием. Между тем продолжаются споры относительно судьбы около 2600 афганцев, которые уже получили официальное разрешение на въезд в Германию, но пока остаются в Пакистане в ожидании вылета. Эти решения, как подчеркивает Нелли Алленберг из Немецкого института по правам человека, являются действующими административными актами, цитата, «и от них зависят человеческие жизни», отметила она. Алленберг добавила, что смена правительства не отменяет уже принятые обязательства, и многие афганцы, поверив обещаниям, уже продали свое имущество на родине для переселения в Германию. А теперь, друзья, давайте обсудим, приведут ли кадровые решения к стабильности, или Германия только вступает в период больших политических качелей. Подпишитесь и спасибо за просмотр.